Финал эпопеи с Enjoy Movies вы можете узнать, кликнув по первой ссылке в описании к видео. Ну а сейчас обзор на фильм «Друзья друзей». Фильм «Друзья друзей» начинается с новеллы, где две подружки в возрасте ищут подарок еще одной своей подружке в секс-шопе. Как оказалось, эти кадры из другого фильма, который не досняли по причине смерти Марины Голуб. И несмотря на пошлый концепт, этот фрагмент является лучшей частью фильма, хотя и не относится к нему ни разу. А теперь представьте, каков сам фильм. Первая сцена знакомит зрителя с основными персонажами, которых играют парень из «Реальных пацанов», парень из «Интернов» и два парня из «Камеди-клаба». Лобанов, Чёткий и Батхёртов — музыканты, кто бы мог подумать. А Харламов играет Макса, человека, который организовывает мероприятие, а также подкидывает ребятам халтурку. Выступаете на корпорацию бизнесмена. Ты все, Макс, искусством торгуешь. А ведь мог бы хорошим музыкантом стать. Лопухи, Беременный, Карлсон, что творят мужчины? Кого же ты мне напоминаешь, Макс? Кого? Музыкантов Макс подгоняет сильно погрязшему в качестве фильмов, в которых снимается, Стоянову. Он исполняет роль злого богача-бандита накануне дня рождения. 100 тысяч. Ага. Что ж, он вполне умен. Вот вам 20 тысяч. Вы не могли бы завтра с ними сами расплатиться? Нормальный бизнес у тебя. 80% себе оставил, а? Он полон говна! У богача есть дочка, и играет ее знаменитая актриса Нюша. Вы могли запомнить ее по таким фильмам, как... Окей, знаменитая певица Нюша. Вы могли запомнить ее по таким песням, как... Да кто это? Которая, в свою очередь, тоже повязана в одной из историй фильма. Это, знаете ли, тренд такой, делать много историй, чтобы замаскировать мало юмора, под которым замаскировано отсутствие смысла. Зачем ей нужен обычный парень с экономического факультета? Ты посмотри на нее, она же богиня. Никитос, пойдем, а? Да подожди. Девушка, а не подскажете, как пройти туда, куда идете вы? Я иду на кладбище стандартных подкатов к девушке. Дорогу показать? О, люблю девушек с чувством юмора. Смотрю, между нами много общего. Может, увидимся сегодня вечером? Может, начнем делать паузы в предложениях? Может, начнем пытаться играть? Может, начнем звать людей в кино, у которых есть образование, желания, эмоции, мышцы на лице? Куда это вы без меня собрались? А ты кто такой? Я ее парень. Это что, твой парень? И куда это вы пойдете? В столовую для студентов? Или в Макдональдс? Мы с Машей идем сегодня в Палисад. Так что, во сколько идем? Там же дорого. Да я там почти каждый день обедаю. Не уверена, что это будет свидание, но я не против с тобой поужинать. Она как бы говорит: в общем, я тебе точно не дам, но пожрать на халяву я ей-богу люблю. И пока вы не успели вспомнить миллионы схожих сюжетов, где парень прикидывается богатым и ужинает с девушкой, нас бросают в другую историю. И по причине частого бросания в другие истории, словосочетание «бросают в другую историю» я заменю на это. Макс должен ехать организовывать очередное мероприятие, Новый год как-никак. Но внезапно он узнает, что у него есть ребенок. Алло. Слушай, я тебя всего на день с ребенком оставила, а ты все забыл. Да ничего я не забыл. Вот где он сейчас? Чем он занимается? Цветы поливает. Господи, как весело смеяться над умственно отсталым мальчиком, который ручку двери не способен повернуть. У Рины шутка быстро обрывается и... Никита пытается раздобыть одежду для свидания, попутно используя кучерявого друга. Чё? Миш, слушай, нужны твои ботинки. Наташенька, я тут видел у тебя пальто итальянское, унисекс. Не отложишь на вечер, а? Ты же знаешь цену? Тыканье зрителя в рекламу дешевого пива, которое частично окупило фильм еще до выхода в прокат? Завтра верну.
О, да, нормально, спасибо тебе. То есть Кучерявый переспал с жирухой ради пальто унисекс для Никиты? Еще белее ниток для скройки гэга про секс с толстухой вы найти не могли? Унисекс пальто. Господи. В доме богача на концерте великого трио, который даже гребаной фонограмме подыграть не способны, случается расхождение вкусов. Нормальную музыку можете сыграть? Это классика. Если бы мне нужна была классика за 20 тысяч, я бы позвонил проституткам. Если бы мне нужны были шутки про проституток, я бы включил Comedy Club, а не пошел бы на «Друзья друзей» в кино. А, нет, подождите. Все правильно же, ёпта. Сыграйте Патрицию Касс. Я на ней жениться хотел. На ком-нибудь другом не хотели жениться? И если бы у меня в армии напротив койки какой-то другой плакат висел, может, я тогда бы на ком-нибудь другом жениться хотел. Шутка про шлюх, а потом сразу про дрочку, не перебор? Да, конечно, нет, господи! Я не останавливался перед Карлосоном, который стоял над ребенком с презервативом. Не остановлюсь и сейчас. Стоянов отводит неудачников наверх и заставляет играть для шиншиллы, что бы это ни значило. А Никита пытается заставить одногруппника, который работает официантом в палисаде, подать блюдо, сделанное из принесенных товаров. То есть Никита надеется, что Нюша закажет борщ, сайру, тушенку и баклажаны. Они правда настолько тупые? Герои или сценаристы? Они. Харламов тем временем налаживает контакт с ребенком путем варки. Проще простого. Уважаемый Enjoy Movies, у вас в студии работает человек, который считает, что пихать шутку с обмазыванием лица горячим шоколадом уморительно смешно. Вам не кажется, что его пора уволить? Вместе с режиссерами, актерами, операторами, сценаристами, композиторами, монтажерами. Благодаря криворукости каша исчезает, и поэтому ребята заказывают суши. Это еще не ешь-то. Не умею. Вот так нацепляешь. Оп, и оп. Попробуй. Не получается. Ладно, ешь руками. Ура! А у пацана ведь талант. Он всего лишь за пару сцен смог переплюнуть самого худшего детского актера в истории кинематографа из фильма «Карлосон». Ура! Ладно, ешь руками. Ура! Если ты ешь как пес, то живи и спи на улице как пес. Ура! Он ушел? Тем временем трио доигрывает партию шиншилли, но злобный богач денег не дает. Вместо этого он бросает кормом в слоумо в официальные рожи ТНТ и выгоняет их на мороз. Вот ты нас к бизнесмену отправлял. Ну? В общем, он нам не заплатил. Послушайте, у меня у самого проблем выше крыши. Отберите, я не знаю, ограбьте. А ведь эти комедии жизни учат, ёп. И дебилы те, кто смысла в этом не видит. Я сыну своему этот фильм покажу, чтобы с пеленок жизнь прохавал, как батя. Детей воспитано на $8 миллионов. В этот самый момент приезжает машина с Дедом Морозом, Снегуркой и Медведем, и наши герои решают напасть. Знаете, кому понравился бы фильм? Бондарчуку. Даже он слоумо в ходьбу не додумался вставить. Почему они избивают невинных? В каждом блядском кадре этого фильма мудрость вековая, ёпта. Слово пацана даю. У меня для тебя есть небольшой подарок. Закрой глаза. Можно открыть.
Можно было бы купить что-то дорогое, но я подумал, что это будет банально. Очень мило. Вот эту штучку ты запомнишь навсегда. Где мой айфон? Далее Нюша заказывает себе крем-суп из брокколи, но официант ей приносит некое подобие борща, следуя Никитиному плану подсовывания рандомных продуктов. Это свекла? Нет, это брокколи. Это новый вид брокколи. Его только недавно вывели. Вот буквально совсем недавно. Это вообще есть невозможно. Никит, ну что ты молчишь? Почему же ты пытаешься наебать как последнюю суку? Я не пытался. Нет, пытался. Пытался, Брэд, ты пытался и наебать. Ну и само собой после этого приходится заказывать нормальные блюда, деньги на которые мутит кучерявый друг. Пока. Складывается впечатление, что ты по собственному желанию ходишь к толстухе, а не для помощи другу. Финальным аккордом является обман всей общаги и сбор денег на похороны Никиты. И внезапно... Папа, я обкакался. Так, этот момент недостаточно смешной. Давайте наведем на штаны. Отлично, отлично. Давайте добавим пердящих звуков. Супер. И 25-м кадром рожи Харламова. Люблю свою работу. Да еще раз, да еще много раз. Как раньше могли такое говно-то смотреть? Пошли мыться. Эй, братан! За ушами не забудь помыть. Я все маме расскажу. Shut up! Shut up! Shut up! О, Юрка, артисты приехали. Ты нормально вообще? А что случилось? Что случилось? Куча говна в колготках на меня упала из твоего окна. Вот что случилось. Амбал каким-то образом из огромного количества окон многоэтажки замечает то, из которого летят колготки. Он вычисляет квартиру и поднимается к хозяину. Нормально вообще, а? Что случилось? Что случилось? Куча говна на меня упала с того фильма. Вот что случилось. Макс, как хороший отец, естественно, переводит все стрелки на ребенка. Он еще маленький, и кости у него быстрее срастутся. Тем временем Трио переодевается в костюмы и идет в дом богача, где последний в данный момент получает подарки. Дарили всякое, в том числе дорогие сердцу именинника часы. Были времена. Я же... Эти часы... Вьетнамский плен, да-да-да, дальше можешь не продолжать. После этого заходит Трио и предлагает показать фокус. Именно этим обычно занимаются Олень, Дед Мороз и Снегурочка. Фокус с исчезновением драгоценностей. Мы не добираем по хронометражу, в кинотеатры нас не пустят. Слышишь, а может ставим кусок другого фильма, который вообще не имеет никакого отношения в начало нашего? Да, это же хорошая идея, да, давайте так и сделаем. Блин, но все равно мы не добираем еще несколько минут. Блин! А что если замедлить? Чё? Это как? В смысле, ёпт? Ну, слоумо! Слоумо момента любого! Герой же просто ходит! Да! Но это мы с вами понимаем! А те, кто на наши фильмы в кинотеатры ходят, не понимают! И они подумают, что это стиль такой! Ну, как в 300 спартанцах! Точно, ёп! Эй, хватит! Только недавно полы помыли! Удивительно, но просьба снять драгоценности, включая часы, и положить их в мешок ради фокуса, срабатывает даже на охранниках. С этим герои и удаляются. А колыбельную? Мам, я всегда поет колыбельную. Только рюмка водки на столе отзываются во мне. Этой молодой луны крик. Глубины души просто, блядь, ёпты. Вот умеют же, когда захотят, блядь, не снимай.
Трио музыкантов случайно попадают в какой-то ресторан и решают пограбить и там. Зачем? Почему? Ладно, внезапно оказывается, что грабят они полицию. Это ребят отрезвляет, и они решают вернуть все награбленное. Не только полиции, но и бандитам. Все, кроме часов. Удачно, что ребятам подворачиваются полицейские, которые решают обменяться одеждой. Костюмчики ваши нужны, начальство порадовать. Они отдают полицейскую форму и уходят. Почему? Здесь должно быть логичное обоснование. Хотя, что там, они схавали предыдущие сюжеты, и этот схавают. Макс наконец уложил ребенка, а сценарист каким-то образом удержался от шутки с презервативом над спящим. Далее, по плану нерасторопного папаши, прием выступающих для мероприятия. В 12 часов ночи схавают! И первые по списку хор моряков, которые сначала поют во все горло, но так как в квартире спит ребенок, Макс просит петь их потише, и те поют потише. В этом шутка. Макс в итоге покупает выступление моряков и выпроваживает, после чего один из морфлота звонит другу гею. Слушай, тут такая тема. Ты скажи, ты денег хочешь заработать? А что делать? Там надо создавать как можно больше шума. И мы прокатим? Просто шумите все? Да, все. Ну давай нашим сообщи всем, хорошо? А то, спасибо. Вы думаете, что Макс такой же умственно отсталый, как его сын, и не сможет справиться с дверью и будет пускать незнакомых людей в квартиру, где спит ребенок? Вы правильно думаете. Схавают! Это Оля, она раненый лебедь, падает на землю. Леха, злой ворон, что-то кружит-то не кружит вообще. Они теперь даже диалоги не прописывают. Отлично, отлично. Вообще. Потом, короче, Оля возрождается, и они все вместе мочат этого злого ворона. В общем, сейчас покажем в танце, вообще будет улет классно. Понял? Да что ты, черт побери, такое несешь? Далее Макс продолжает пускать в свою квартиру кряхтящих, кричащих, орущих людей. Я хапнул тупости, давайте в другую историю. Никита тем временем решает укрепить статус мажора и отправляется с Нюшей в дорогущий клуб, в дорогущую вип-комнату. И это правильно. Усугубляй ситуацию, придурок. Вместе с подругами Нюши, которые ведут себя как дорогущие шалавы. Может быть, уступишь мне Никиту? Жениться не будем. Мы просто с Никитой будем любовниками. Если я этого не сделаю, то не стану номером 2000 и что там еще? До богача доходит, что его, о ужас, как и его гостей, обнесли воры. Мы думали, это артисты. Если они артисты, то вы каратисты. С каждой минутой этого фильма вам кажется, что хуже уже некуда. Тупее и бессмысленнее невозможно. И каждая следующая минута удивляет вас раз за разом. Я занимался карате. Ну закрой свой рот. Рот закрой свой, идиот. Дай ему пощечину и отправь в школу, он просто невыносим. И реши этот вопрос. Первым делом богач набирает другу менту и дает ориентировку на оленя, Снегурку и Деда Мороза, мол, они и обнесли. Благо, что полицейские, которые еще час назад переоделись, заходят в банкетный зал как раз во время звонка. И главный коп приказывает все вернуть. Как раз в момент, когда трио музыкантов подходит к дому богача и возвращает награбленное. Ну, молодцы, что вернули. Бог вам судья. Потом в церкви свечку поставьте. Вот это круговорот тупых, притянутых за уши совпадений в природе! Деньги Макса на людей, которые заходят в его квартиру и орут, все никак не заканчивались. Благо проснулся ребенок в 3 часа ночи, и, видимо, теперь можно не впускать в квартиру всяких идиотов. В сложившейся ситуации только один единственный минус. Я есть хочу. Да ты достал уже! Садись сюда. Вы
даже ребенка не смогли заставить поплакать. Он просто орет. Макс идет готовить и оставляет ребенка одного с карандашами. А вы знаете, что бывает в таких случаях. Ребенок находит где-то литры краски и размазывает ее по стенам. Ты зачем это сделал? Потому что ты меня не любишь. Я любил, но мне разбили сердце. Это тебе урок. Никогда никого не люби. Как известно, подобные вещи решаются в секунду. Нужно лишь лечь на подушке с ребенком и поговорить. Единственный минус, что ты идиот и не можешь заметить дым, который заполнил гребаную квартиру. Рыба! Юрка, беги в ванну, за водой! Он ручку двери не способен повернуть, а ты ему такое поручаешь. Где мои часы? Чтобы сейчас же часы вернули! Че возвращать будем? Нам теперь только чудо поможет. Может помолиться? Долбаная Библия? Эй, святая долбаная Библия, сынок. Никита говорит Нюше, что они не могут быть вместе. А вот про причину расставания в виде счета на 90 тысяч он, естественно, не говорит. В попытке выбить деньги администратор клуба цепляет на улице полицейских, и совершенно случайно ими оказываются наши старые знакомые. У нас 15 тысяч и все. Вот эти часы стоят гораздо больше, чем 90 тысяч. Отдашь их администратору. Пятнашечку. То есть, а вам-то это зачем? Ну как зачем? Новый год же все-таки. Чудеса случаются. Главное в них верить. А, вымогательство и обман теперь чудесами называются? Сынок, ты цел? С тобой все в порядке, а? Все хорошо? Ты совсем сбрендил, что ли, а? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. Мама, не кричи на папу, он мне самый лучший. Да не его вина, пожар из-за меня случился. Ну, ублюдок, анонist чертов, будь ты проклят. Мы своих друзей бить не бросаем. Мы только обманываем их на деньги. В клуб приходит хозяин, который является богачом, и, о чудо, администратор дарит ему те самые часы. И в этот же момент приходит Макс, ведь ребенок заставил его вспомнить, что такое дружба. Он во всем признается и рассказывает, что его друзья устроили грабеж и разбой. Они не со зла, они просто меня неправильно поняли. Я представляю, что бы было, если бы я у тебя шоу силачей заказал, и им бы не заплатил. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. Что же со студентом, вы хотите знать? Ага, очень хотите. Ему нужно отдать долги, и поэтому он идет на собеседование. Зачем ты сюда приперся? Я влюбился в очень красивую девушку. И чтобы произвести на нее впечатление, я пригласил ее в самый дорогой ресторан. А деньги взял в долг у друзей. Ну она ж тебя не просила об этом. Потом повел ее в клуб. Давайте вы не будете пересказывать сюжет всего того, что я только что видел. Пожалуйста. Ну что ж, давай попробуем все сначала. Господи, сиквел. Нет! Только сегодня я понял, что секрет счастливой жизни – это друзья. Главное, чтобы они всегда были рядом. Ведь только настоящие друзья могут напомнить тебе о том, кто ты есть на самом деле. Конченая мразь, которая обманывает друзей на деньги. Мошенник и грабитель. Ворюга или обычный бандит. Ну, молодцы, что все вернули. Приезжайте. Так не можем мы. Как это не можете? Мирское это все, товарищ полковник. А сейчас тем более пост. Так что мы лучше спокойно дома посидим. А? Я немножечко сорвался, самую малость. Совсем чуть-чуть. Извините. Что хочется сказать. Фильм «Друзья друзей» самый пустой в истории кинематографа, обладающий самыми бессмысленными, бессвязными, тупыми и насильно притянутыми сюжетами. Плюс пальма первенства за худшую детскую актерскую игру в истории кинематографа у фильма «Карлосон» отбирает «Друзья друзей». Ура!
Я думаю, нужно очень сильно постараться, чтобы снять так уныло и безвкусно. И знаете, Томас Тернс Эллиот не мог видеть этот фильм. Но если бы увидел, он сказал: да, именно это я и имел в виду. We are the hollow men. We are the stuffed men. Leaning together. Headpiece filled with straw. Alas. Схавают!